Всем доброй ночи. Как видите, я розы распределила, потому что в одной вазе невозможно было их поставить. Их было слишком много, и они слишком красивые. И я узнала, что это розы от Камилы, которая зарегистрирована как Камила Фортуна. Я помню, когда она просто сглупила, мы с ней начали работать, и она должна была делать, как я сказала, и она не сделала. И я очень хорошо прямо харкнула. Я ее отчитала. Кстати, я хочу вам сказать, что люди достойные, они понимают, когда им делают замечания, почему они понимают, что это в их пользу, и они исправляют ситуацию, и больше это не повторяется. Достойные люди, люди, у которых душа существует, понимаете? И это душа высокого полета. А люди мелочные, грязные, даже на хорошее отвечают злом. И вот после того, как она сделала, как я говорила, и после моей работы, она начала жить. Эта девочка, она уходила в мир иной, и у нее была очень страшная болезнь. Сейчас она жива-здорова, мы все этому рады. Вот эти цветы – знак того, что она благодарна мне за свою спасенную жизнь. Вот я ради таких людей и работаю. Людям моего, скажем так, расклада всю жизнь пытались мешать. Мешать всеми силами, отвлекать на мелочи, отвлекать на конфликты, отвлекать на все что угодно, чтобы как можно больше я, знаете, оглядывалась на какие-то провокации, гадости, и как можно меньше я могла работать и помочь людям. Они за это очень страшно расплачиваются и расплатятся, потому что они не просто мне мешают, они мешают многим людям получить эту помощь. Вот той грязью, тем дерьмом, что они распространяют, зловонием. Ну ладно, забыли об этом. Итак, поскольку мои куклы нравятся всем, я хочу, чтобы заставкой фоновой были эти куклы. Кстати, я сегодня выложила в Ютубе фотографию. Мне просто человек отправила, которая собралась сделать, спросила моего совета. Я сказала, что она может провести подселение в куклы властных духов или властных сил. И она вот нашла 3 куклы известных героинь, известных мистических фильмов. Весьма необычная тройка, которая ее ждала. Это знак. Итак, дорогие друзья, я хочу вам подарить шепотки. Ну, необычные шепотки матери, тещи, свекрови. Мы все матери. Каждый из нас когда-нибудь станет либо свекровью, либо тещей. Я буду очень злой свекровью, нехорошей, я знаю. Потому что, в отличие от других свекровей, которые доводят до разводов, да, своих сыновей, я сделаю по-другому. Я, наверное, способна сделать его вдовцом, чтобы он начал жизнь чистого листа. Так что те, которые собираются замуж за моего сына, знайте, что будет либо как я хочу, либо не будет никак. Вот, а похоронить вас за свой счет я всегда деньги найду, не переживайте. Это так, шутки в сторону.
Я действительно буду такой, потому что я считаю, что уважение к матери своего мужа должно быть. Я понимаю, что есть женщины, которые лезут, просто лезут всюду, везде, куда не просили, и все переворачивают вверх дном. Есть такие особы, никто не спорит. Но когда вы идете в этот дом, вы должны знать, что когда-нибудь и в ваш дом придет ваша сноха. И вот как вы сейчас обращаетесь со своей свекровью, так и будут обращаться с вами. Вы своим примером просто покажете это, понимаете? Или это вернется вам по-разному. В любом случае, на женщине держится мир, страна. Наша страна, по крайней мере, так и есть. Если бы не наши волевые бабы, то я даже не представляю, выжила бы вообще эта страна. Потому что наши женщины, они очень сильные. Они успевают и за мужем ухаживать, и за детьми, и работать. В общем, сильные. Сильные личности. И это хорошо. Свекровь, теща, они играют огромную роль в жизни своих детей. Но насколько дети это ценят, это покажет время. Я собрала здесь шепотки, которые могут произносить и бабушки, и матери, и свекрови, и тещи, смотря по обстоятельствам. Я, наверное, буду называть сын, когда обращение, да, к ребенку или для ребенка. У кого есть дочь, можете переделать под это слово. Эти шепотки вам и вашим молодым помогут во многом, потому что не всегда есть время сидеть делать ритуалы, да, или момент такой, что нет возможности в этот момент это делать. Но хочется каким-то образом быстро помочь. Вот пользуйтесь этими шепотками. Итак, когда ребенок куда-то едет, улетает. Да, кстати, хочу вам сказать, что, поверьте мне, вот эти защитно-сохранные шепотки, они очень сильны. Шепот – это язык духов. Когда люди медленно шептали, считалось, что они находятся на определенной волне, что вот этот шепоток, он находится на определенной волне и сразу же находит те силы, которые идут на этот зов. Я иногда смотрю великих магуев, там, делающих ритуалы, там такой громогласный крик, что ж уши вянут. Мне становится очень смешно, потому что призыв духов не обязательно, чтобы в микрофон орали, понимаете, или не обязательно, чтобы кричали, как из Кащенко, только убежали. Духи нас слышат в любом раскладе. Хотите, шепчите, хотите, зовите в полголоса. И уж шепотки, вообще шипение, вот это вот, это очень схож с языком духов. Когда мне было 13 лет, я чуть не умерла. И я помню, что я лежала, у меня было воспаление легких, очень такое нехорошее. И мне дали лекарства, как бы, я спала. Потом я проснулась от того, что все ушли по делам, была весна, работа крестьян. Весной начинается как раз. Все ушли, я лежала дома одна. И я помню, что резко я начала подниматься к потолку. Я резко начала... нет, мне показалось, что потолок падает на меня. Но потом я поняла, что это я поднимаюсь, поэтому потолок приближается. И вот вокруг были такие шумы, вот как в аквариуме, я даже не знаю, как какой-то сгусток энергии, и я просто в этом сгустке плавала. Вот это я очень хорошо запомнила. И потом я поняла, почему этот шепоток такой сильный. Итак, перейдем. Чтобы ребенок вернулся живым. Прошепчите над его вещами или ему вслед
когда он уезжает куда-то, уходит, неважно, сколько этому ребенку лет, 40 лет или 30 лет или 13 лет, это все равно ваш ребенок, и вы его запоминаете таким, какой он был. Маленький комочек, беспомощный, который полностью от вас зависит. Итак, нужно говорить, прошептать. Губы прошепчут, а грудь благословит. На тебя мой оберег, невидимая нить. Тебя ко мне привязали, куда бы ты ни шел, а через эту нить живым и здоровым назад пришел. Заклинаю. Это на вот это. Это можно еще нашептать от потери. Там, например, чтобы ребенок не потерялся где-либо. Дальше. На свадьбу. Если вы хотите, чтобы никто не сурочил молодых, то есть никто не навел ничего, не начитал, не пожелал плохого, изначально поставьте основу этой семьи счастливой. Потому что благословение матери – это как кокон, понимаете? Это как энергетическое поле, которое может помочь ребенку создать счастливую семью. Неважно, кто прошепчет, теща ли, свекровь ли, в любом случае это сработает. Голубь с голубкой воркаются. Вам воркование, тишь да гладь, вам счастье, мне уважение, да почет. Аминь. Тем самым вы программируете молодых людей на счастье, ну и на то, чтобы они не забывали уважать старших. Если ваши дети любят гулять допоздна, если вы за них переживаете, то нашепчите на угощение или на чай, на кофе, все, что вы подаете своим детям, и дайте им поесть. И у них обстоятельства сложатся таким образом, что они будут намного раньше возвращаться домой. Муравьиные детки всюду ходят, так к вечеру домой приходят. Аминь. И вот ваши муравьиные детки, куда бы ни ходили, но все сложится так, что они к вечеру придут домой. Если у вас сноха или зять, или сын, или дочь равнодушно относятся к своим супружеским обязанностям, и вы замечаете, что из-за этого начинаются какие-то терки дома, незаметно для них начитайте на их нижнее белье. И с вашей помощью, с вашей молитвой, знаете такое, да, молитва матери из-под дна морского достанет. Вот через ваше благословение очень может быть, что наладится у них связь. Делайте это несколько раз, насколько возможно, пока у вас не будет ощущения, что все пришло в норму. Если вы читаете на зятя, например, да, вы говорите над его вещами. Ну, предположим, вы поехали к ним домой. Нет у вас возможности там открыть, посмотреть нижнее белье. Начитайте над его курткой, рубашкой. При желании можно это сделать. Нашептать. Как лев львицу покрывает, к себе на страстное ложе созывает, так бы такой-то, такой-то звал такую-то на супружеское ложе. Сказано, сделано, истинно. Аминь. Ну, я уже объяснила, каким образом это читать, смотря на кого вы читаете. Далее. Если вы боитесь за своих детей, если у вас есть какие-то опасения, если вам нужно куда-то уехать, и вы оставляете детей дома, ну, маленьких-то не оставите, если оставите с бабушкой, в любом случае. Вот дети у вас дома, и вы хотите, чтобы этот дом был под защитой, потому что вы переживаете. Встаньте у порога и говорите:
шепотом перед выходом. Как солнце над землей встает, оберег мой не отстанет от порога, от окон и дверей моих детей. Аминь. Если у вас ребенок далеко находится, и, естественно, вы за него переживаете, и тем более, если он служит где-то, если он сидит, не дай бог, если он на войне, не дай боги, неважно. В общем, в такой ситуации или работает в таких структурах, что вы за него переживаете. Возьмите его фотографии, начитайте на этой фотографии 7 раз. Как орел над орленком крыльями машет, так пусть стражник, защитник над моим детем крыльями встанет, от беды заслонит, защищать не перестанет. Аминь. Читайте 7 раз. И отправленный вами дух обязательно его найдет и станет его защитой. Только делайте это часто, по мере возможности. Можно каждый день. Если ваш ребенок температурит, если ему уже дали там лекарства, антибиотики, то есть поняли, в чем дело, может, он простыл слегка и так далее. Но особенно мальчики, они капризничают. Если чуть-чуть болеют, они злятся, они тяжело переносят болезнь. Тем более, если он маленький и нервничает, не понимает, что с ним происходит. Одним словом, возьмите стакан воды, начитайте над водой. Половину пейте сами, половину дайте ребенку. Через некоторое время у него температура спадет. Или вот это состояние уйдет. Ну, может, его лихорадит, все что угодно. Сейчас, тем более, уже начинается зима. Итак, говорите над водой, шепчите. Болезнь на двоих разделим, часть мне отдай, мне передай. Река половину моей боли возьмет, половину твою боль заберет. Да будет так, заклинаю. Вот нашептали над водой, выпейте эту воду половину, и половину отдайте ребенку. Если он маленький, можете в соски отдать. Через некоторое время ребенку станет легче, жар спадет, он перестанет капризничать и поспит. Если ребенок после прогулки приходит злой, нервничает, переживает, там ведет себя непонятно как, значит, ребенка сглазили. Потому что дети подвержены сглазу, поскольку они очень такие незащищенные, у них еще не формировалась вот эта вся защитная оболочка, и они больше всего подвержены сглазу. Для этого нужно над ребенком начитать. Вот мыть лицо ребенку и говорить: кто мое дитё сурочил, он сам себя изурочил. Кто сглазил, тому глаз гори, а дитё избавление подари. Заклинаю. Вот мойте несколько раз лицо, пока легче не станет. И я вас уверяю, что к вечеру он уже успокоится. Но если что-то серьезное, обратитесь к человеку, который сможет это снять. А в таких случаях вы сами можете помочь. Итак, если над вашим ребенком издеваются, если он подвергается насилию, если его бьют в школе, если его обижают где-то там, где вы не можете в этот момент как бы быть и это все предотвратить. Начитайте над своим ребенком, точнее, над красной нитью, извиняюсь, и положите в карман своему ребенку. Даже если он этого не будет знать. Если боитесь, то положите в такое место, чтобы он, в самом низу портфеля, например, чтобы это было с ним. Красная кровь, кость и плоть, сохран навеки, не перебить, не отнять. Аминь. Начитайте над этим, нашепчите 7 раз, положите эту красную нить к нему в карман.
через некоторое время вы заметите, что это все сойдет на нет. Если нужно, при необходимости повторяйте. Если вы хотите, чтобы ваш сын получил хорошую должность на рабочем месте, или есть вот такая вот возможность, да, уже более-менее реально перспектива есть впереди, или он уже получил такую должность, или вы хотите, чтобы ваш ребенок был лидером в школе, значит, начитайте над ним, когда он спит. Или откройте слегка, приоткройте дверь, вот он спит, над ним начитайте, прошепчите 6 раз, отвернитесь и уйдите. Делайте это периодически. Со временем вы заметите, что ваш сын становится лидером, что его слово проходит. Говорите: Соломон Израилем правил, а ты над толпою правь. Все, больше ничего. Но результат от этих пару слов очень заметный. Если ребенок идет устраиваться на работу, либо идет на собеседование, либо идет на какое-то серьезное мероприятие, где он должен выступать или что-то еще, чтобы его слово прошло, чтобы его встретили с восторгом, чтобы он получил то внимание, за которым шел. Нужно ему вслед говорить: ягненком пойдешь, львом вернешься. Моя молитва с тобой. Дальше. Так. Если ночью ваш сын или ваша дочка куда-то ушли, и вы не можете ни дозвониться до него, ничего. В голову лезет все, что угодно. Уже трясет всю, уже нет сил терпеть, хочется выскочить, просто идти по улице. И в этот момент матери, они настолько сильны, они настолько могущественные, настолько способны на все, что даже если самый страшный маньяк им встретится, он, наверное, сбежит от этих глаз, которые просто искрятся какой-то непонятным каким-то блеском. Потому что женщина ради того, чтобы найти своего ребенка, привести вот откуда угодно, она готова на все. И если вы уже у вас нет терпения, вы не знаете, как себя вести, конечно, до этого не доводите, как только вы видите, что нет ребенка рядом и не знаете, где он, нужно найти, начитайте этот заговор. Хочу сказать историю этого заговора, что мальчик, который ушел со своими друзьями в Армении, там рядом находится граница с Азербайджаном, и бывали случаи, когда дети просто меняли дорогу, случайно оказывались по ту сторону. И я хочу сказать, что очень страшная была расправа с этими детьми или молодыми людьми. Одному из них гениталии отрезали и засунули в рот. Извините за подробности. Это очень ужасные, страшные вещи, которые творятся там. И мир молчит, ну да ладно. И так получилось, что мальчик куда-то ушел с друзьями, пропал, и вот родители искали, и в голову пришло все, что угодно просто. И когда мне сказали, вот я начитала вот это нужно читать в окно. И знаете, через некоторое время звоню, узнаю, что они, оказывается, очень близко рядом с границей, детки, куда денешься. Куда-то пошли, наивные дети, они-то думают, что их никто не видит в этих деревьях, да, а ведь сейчас есть всякие приспособления, когда можно за много километров увидеть хоть муху, не то что человека. Вот, оказалось, что они пошли в лес, там что-то искали, то ли берлогу медведя. Интересное занятие, берлогу медведя. Особенно там, когда он внутри, это вообще так круто. Да. Но в тот момент было не до смеха. Я хочу вам сказать, что они нашлись очень быстро после этого. Живые, здоровые, правда, их отчитали и наказали, но главное, что все обошлось. Вот этот заговор, я к тому, что этот заговор, он очень сильный. И если вы не можете, в конце концов, если вы даже супруга не можете там
дозвониться на любого человека, можете это начитать, уж тем более на своего ребенка. Но просто шепотки, они как бы материнские здесь в основном. Откройте окно и начитайте 13 раз. Духи за тобой следом отправляются. Даю им материнский указ. Отправляю следом за тобой. Пусть тебя разыщут, ко мне приведут. Материнское слово священно, да будет выполнено истинно. Когда я почитала, естественно, я почитала немножко по-другому. Но вы можете прочитать именно так. Но если вы хотите прочитать, то есть этот шепоток вам будет нужен для близкого человека, можете просто слово материнское заменить человеческое слово. То есть, да, священную. Если у вас все получится, вы найдете, возьмите какую-нибудь красивую вещь из дома или купите. Ну, например, какую-нибудь красивую бижутерию. Ну, например, там какую-нибудь красивую вазу, я не знаю. Любое подношение с 13 монетами оставьте на перекрестке и уходите. Это может быть все что угодно, серебряная цепочка и так далее. Откупитесь, чтобы в следующий раз, когда вы попросите, опять вам помогли. Если вы не знаете, где ваш ребенок, если вы чувствуете, что, может быть, там где-то разборки какие-то он поехал, да, если он взрослый, если вы чувствуете, что ребенок, может быть, пошел с друзьями, там ссорится, дерутся, его не отпускают домой, то есть вы чувствуете, что он не по своей воле не может прийти домой. Возьмите замок. Ну, тем более, если ваш ребенок, неважно какого возраста, пропал без вести, скажем, вы не можете найти. Но ваше материнское сердце говорит, что он жив. Мы это всегда чувствуем. У нас есть очень сильная телепатическая связь со своими детьми. Мы это чувствуем. Я иногда спрашиваю утром сыну, говорю, тебе не снилось вот это, то он рассказывает иногда, или иногда он рассказывает, что я ему приснилась, а он мне приснился в этот момент. У нас очень сильная связь. Ребенок, который дома обжег палец и закричал «мама», через 5 минут мама может с Москвы позвонить, сказать, я услышала твой голос, что-то случилось? Да, я палец обжег. Понимаете, это существует, эта связь. И поэтому в таких ситуациях более чем мать никто так не сможет помочь и повлиять на эту всю эту канитель. Возьмите замок новый. Постарайтесь не торговаться. Или платите картой, или рассчитайте деньги так, чтобы или меньше сдачи оставлять, или не оставлять. Одним словом, не берите сдачи. Любой день возьмите замочек с ключом. Принесите домой. Закройте замок. Потом откройте. Вытащите резко ключ и скажите 13 раз. Если кто запер тебя, я тебя выпускаю. Имею право истинно. Отдельно этот замок и ключ спрячьте в таких местах, чтобы больше никто никогда вдруг не закрыл этот замок. Если хотите выкинуть, выкиньте после того, как ваш ребенок появится. Можете выкинуть. Опять отдельно, чтобы они не открывали, не закрывали друг друга. Лучше где-нибудь закопать вообще. Кинуть в воду, я не знаю. Потому что этот замок заговоренный нехорошо, если кто-то возьмет и чем-нибудь закроет. Оно со временем потеряет силу, но пока еще не потеряло, лучше, лучше не рисковать. Желаю вам удачи. Пусть это будет во благо вашим детям. Я надеюсь, что мои работы и то, что я вам дарю, поможет вашей семье, вам. И таких работ будет еще очень много. Но всему свое время. Всего хорошего.